Перед тем, как начнется видео, хочу объявить о начале конкурса. Укулеле. Спросите, для чего она мне нужна? А я скажу, на ней намного легче научиться играть, и она всем очень нравится. Обычно, когда приходишь на пляж, достаешь ее вот так вот, и тут начинается: так, это, как ее, да, это гавайская гитара, друг мой. А ты умеешь на ней играть-то вообще? Как? Чего? Вы достаете и начинаете играть, и все вокруг просто офигевают. Тем более, что она на халяву разыгрывается-то. Правила конкурса невероятно сложны, я не знаю, справятся ли все с этой задачей. Во-первых, нужно подписаться на канал Я Дружу с Гитарой, то есть на этот канал. Если вы уже подписчик, то вам всего нужно один пункт выполнить. Второе, нужно в комментариях под этим видео на YouTube написать, почему вы хотите, чтобы это укулеле досталось именно вам. И указать ссылку на страницу ВКонтакте, чтобы в случае вашего выигрыша можно было отправить вам эту прекрасную гавайскую гитару. Я придумал бонусный, значит, пункт в Instagram с помощью нашего любимого мобильного телефона. Выкладывайте фоточку с хэштегом «Отдай укулеле». И это будет как плюс к вашему участию. Но это не значит, что все, кто выложит фотку в Инстаграм, обязательно победят. Может победить и тот, кто не выложит фотку в Инстаграм. Короче, это как просто, не знаю, просто так. И в хэштеге напишите никнейм в Ютубе, чтобы я мог как бы состыковать это все дело. Ну вот и все. Всем привет, и это уже второй урок по нашей любимой теории. Напоминаю, их будет 4, и они выходят каждый понедельник, так что можешь подписаться, как бы, чтобы не потерять, значит, это все дело. Что у нас сегодня? Мы сегодня ноты, которые мы в прошлый раз изучили, круговорот нот в природе, мы их перенесем на гриф. И я вам скажу, как их легче всего запомнить. Мы берем, рисуем гриф. Так, вот он. Ну, это то же самое, что на табулатурке, да, вы всегда видите, только я вот еще тут нарисовал тут лопату эту. Так вот, самое верхнее ми. Дальше ля, ре, соль, си и опять ми. Это стандартный строй. Про строй мы поговорим чуть позже, не в этих 4 уроках, а дальше. Значит, давайте теперь накидаем на гриф наши ноты с помощью круговорота нот в природе. Итак, пустая струна ми. После ми идет фа. После фа, как мы видим, идет фа диез и так далее. Соль, соль диез, ля, ля диез, си. Следующая струна. Ля. Дальше что у нас идет? Ля диез, правильно. Дальше си. Потом идет, значит, сразу до, полтона нет. До диез, ре, ре диез, ми. Все ясно, да? То же самое можно написать на все остальные струны. Давайте-ка напишем вот еще на первую, потому что там одно и то же, что и шестая при стандартном строе. Хорошо. Как легче всего запомнить ноты на грифе? Ну, в принципе, нафига их запоминать, да? Нафига? Нужно. Смотрите, что нужно сделать. Запомните просто несколько отправных точек. Открытая струна — это ми. Вторая за ней ля. Запомните, что на третьем ладу до и на седьмом ми. Там уже с опытом придет запоминание всей остальной струны. Какой еще тут есть фокус? Ноты так располагаются, что, например, если мы возьмем здесь и здесь, нота повторяется. И также во всех остальных случаях. То есть тут. Ну, в общем, везде. Мы сейчас говорим только про верхние 3 струны, хорошо? Так, вот, это легко запомнить, да? То есть достаточно выучить самую толстую струну, третья, она прикладывается просто. Можно ее так посчитать, через 2 лада вправо и вниз. Та же самая нота. Теперь, как вы знаете, на 5-м ладу на 6-й струне та же нота,
что и на 5-й открытой. Это значит, что мы можем взять просто любую ноту на 6-й, отсчитать вправо, влево, в общем, к колкам 5 ладов, и у нас получается та же самая нота. И где бы мы так ни взяли, все будет так же. Можно еще взять со струны ля то же самое, ну и так далее. Еще один важный момент. С 12-го лада все повторяется заново. То есть, вот этот порог наш, его можно спокойно написать, что это 12-й лад. То есть 0, вот где у нас написан нулевой, как бы, нулевой лад, это 12-й. И дальше все идет то же самое. Вот это очень важно запомнить, потому что басовые струны нужно знать, где какие ноты, и потом от этого будем отталкиваться, когда будем транспонировать аккорды. Хорошо, на этом сегодняшний урок подошел к концу. Если вам понравилось, вы можете поставить лайк. И, чтобы не потерять эту крутейшую информацию, вы можете подписаться на канал, потому что такие видео короткие выходят каждый понедельник, пока что. 4 понедельника. Вот. Да и все. Всем спасибо. Пишите ваши вопросы в комментариях. Всем пока. Dead it is fire, the star in my heart. Within I shiver and the stricken day after dark. Final clear, the seal clear, small clear. Don't hate it, summit and I believe I should be. The skies are blue, remind me how they keep me thinking that it is here. No, skies are blue, relieve me, branch as I kept feeling we could have did it all. Running